SMS 2.0 для вашего iPhone. Звучит очень интересно. Как вы все прекрасно знаете, компания Apple выпустила новое обновление прошивки для наших айфонов под версией iOS 26.4. И это обновление принесло прошивку 2.0 для SMS стандарта. Старый стандарт никуда, естественно, не делся. Текстовый он все так же продолжает спокойно приносить нам пользу. А в сегодняшнем видео мы рассмотрим, как эта функция работает, как ее проверить, активирована она у вас или нет на вашем айфоне, и зачитаю последние новости. Я решил поинтересоваться, что нового выпустили новостные сайты, ввел запрос RCS iOS, и мне вышел официальный сайт Magenta. Это оператор, которым я пользуюсь в Австрии. Здесь я его для вас уже перевел на русский язык, и давайте почитаем. SMS 2.0 для iPhone. Magenta стала первым оператором связи в Австрии, внедрившим RCS на устройство Apple. Вот, пожалуйста. Что он дает? Многочисленные преимущества, такие как расширенные функции безопасности, уведомления о прочтении, индикация набора текста или отправка изображений высокого разрешения. То есть, получается, RCS или SMS 2.0 это похожий стандарт, что вы уже привыкли, как отправлять, допустим, сообщения в WhatsApp, в Telegram, в Сигнале, точно так же, как в iMessage на iOS, если вы пользуетесь этой функцией. Давайте сейчас перейдем на официальный сайт и посмотрим, что сама Apple пишет нам. Обратите внимание, что я выбрал русский язык. Новость у нас обновлялась 30 сентября 2025 года. Включение сообщений RCS на iPhone. С помощью сообщений RCS вы можете отправлять текст, фотографии и видео с высоким разрешением, а также ссылки на устройства Apple и другие устройства других производителей. То есть RCS работает как с Android аппаратами, так и с iOS. Эта функция должна поддерживаться именно самим оператором, чтобы вы могли отсылать видео, ссылки, местоположение и все в этом роде, точно так же, как и в других приложениях, например, WhatsApp. Сообщение RSC – это услуга, предоставляемая оператором сотовой связи. Когда вы не используете iMessage, вы можете отправлять сообщение RCS через Wi-Fi или сотовые сети. Вот, включение и отключение сообщений. Сейчас я покажу именно, где в iPhone найти эту функцию. Здесь особо читать нечего. Смотрим, как это работает на практике. Проверять RCS сообщения мы будем на моем iPhone 15 Plus, который я совсем недавно обновил до прошивки iOS 26.4. Смотрите, очень важно. Сейчас у меня интернет не включен, видите, все отключено. Сотовая связь также отключена. И у меня есть сеть Magenta. Вот. Давайте я сейчас покажу номер прошивки. Заходим в основные. Об этом устройстве. Версия iOS. Пожалуйста. Версия iOS 26.4. Номер сборки видите на экране. Закрываем. Важный момент. Для того, чтобы RCS сообщения работали на вашем iPhone, необходимо, чтобы на нем была установлена как минимум iOS 18 или новее. И самый главный критерий для того, чтобы все работало, чтобы ваш мобильный оператор поддерживал эту функцию. Если ваш мобильный сотовый оператор не поддерживает эту функцию, то RCS будет вам недоступно. Имейте это в виду. Это очень-очень важно. Если у вас аппарат на Android, версия Android необходима 5.0 или новее. Теперь давайте покажу, как активировать эту функцию и проверить, есть ли она вообще на самом деле в вашем айфоне. Заходим в настройки. Дальше спускаемся в самый низ. Находим приложение. Здесь в поиске вводим сообщение. Вот они. Открываем. И смотрим внизу. В моем случае я не использую iMessage, потому что мне достаточно новых SMS 2.0 RCS. Поэтому я здесь выключил. У вас здесь может быть включена эта функция. Мы спускаемся ниже, 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 ниже. Так. И смотрим вот этот пункт. Находим. Текстовые сообщения. Вот, обратите внимание. RCS сообщения. У меня этот пункт есть. Сообщения MMS древние я полностью уже отключил, потому что я ими не пользовался уже в течение очень длительного времени. И мы сюда нажимаем, смотрим, что у нас появилось.
RCS-сообщения. Мы можем их включить, либо выключить. У меня они включены. Обмен RCS-сообщениями задействует беспроводную передачу данных. Коммерческие RCS-сообщения включены. Ваш оператор будет отправлять, получать и проверять ваши коммерческие RCS-сообщения. Так, давайте мы сейчас это все закроем. И я покажу, как это работает. Смотрите. Я специально почистил SMS-сообщения у себя, для того, чтобы продемонстрировать без лишних данных, без ничего, как это вообще функционирует. Смотрите, допустим, в iOS 26.4 появилась еще новая функция. Если мне отправляет проверенный производитель, например, сама Apple сообщение, то появляется вот такая галочка, видите? Вот. Нажимаем. Apple Notification проверено. То есть я покупал AirTag на официальном сайте Apple. И здесь пишется полностью, даже вот часы работы, пожалуйста, все как положено. То есть это уже новый вид сообщения. И он проверяется. Теперь, как работает RCS-сообщение? Смотрите, например, вы выбираете свой контакт. Это мой брат, например. Нажимаю на него. Внизу, вот здесь, смотрите, видите, текстовое сообщение SMS. То есть, если я сейчас напишу какой-то текст, оно вышлется как просто SMS обыкновенное. Но, как только я включаю интернет, смотрите, включаем интернет, SMS, внимание, RCS активируется моментально. И обратите внимание, вот мы немножко попереписывались. Так, мы здесь обсуждали, вот какую купить резину летнюю на автомобиль. И вот, допустим, я выслал своему брату через вот это новое сообщение ссылку на Facebook видео. Вот, видите? То есть все работает точно так же, как и в WhatsApp. Также я выслал сайт новостной, где написалось, где Magenta написала именно, что сегодня они активировали эту функцию. И вот писал, что вот я выслал через RCS. Теперь, если мы хотим что-то, например, отправить или написать, у нас есть вот такой плюс появился. Ну, он был и раньше, этот плюс, но он работал в iMessage, получается. Здесь мы можем активировать камеру. Вот, допустим, сфотографировать какое-то фото, отправить. Дальше мы здесь можем выбрать фото из галереи, выбрать стикер. Вот, к примеру, видите, всякие разные тут. Это мои стикеры. Корову можно, вот, жирафа. Дальше мы можем записать аудио. Давайте, допустим, запишем сейчас. Приветствую, это сообщение RCS или SMS 2.0. Сейчас я записываю видео, обзор для моих любимых подписчиков. Приветствую, это сообщение RCS или SMS 2.0. Сейчас я записываю видео, обзор для моих любимых подписчиков. Вот. Естественно, мы можем сейчас это все отправить. Ну, отправлять я, конечно, не буду, потому что лишний раз не хочу беспокоить брата. Пусть он занимается своими делами. А дальше, смотрите. Магазин у нас есть, приложение. То есть здесь мы можем в магазине открыть специальный сайт App Store. И тут разные всякие игры можно скачать, какие-то приложения, дополнительные там всякие смайлики. Все в таком виде. Следующая функция после магазина — это TikTok, но она почему-то у меня не работает. Я не знаю, что это такое. То есть у меня просто белый экран, видите? Ничего не происходит. Стеклянно-белый экран. Ну, наверное, починят. Или, может, еще не активировалась. Потому что функция сегодня только у нас активировалась из-за этого. Может быть, не знаю. Дальше. Здесь есть еще музыка, смотрите. Так. Как ее добавлять музыку, я тоже не понял. У меня почему-то вот этот вот только есть трек небольшой. Ой, тихо. Вот, не знаю, наверное, можно как-то в будущем будет отправлять. Дальше, есть у нас дигитальное прикосновение. Это тоже есть в iMessage. То есть вы, например, можете здесь что-то нарисовать, держать там что-то там вот так вот и отправить это получателю. Вот. То же самое работает. Дальше. Можно скинуть, как в WhatsApp, геопозицию, где вы находитесь в данный момент.
можно отправить мемоджи и также геопозицию с Google карт. Мемоджи, кстати, я отправлял здесь. Сейчас покажу, какая она. Где она тут? Вот. Ну, поздравляю. Ты открыл новые сообщения. Вот, то есть полностью практически та же самая функция, как в WhatsApp, но сделана удобно в SMS. В обычных вы можете это все отправлять. Все классно сделано. Я считаю, что вообще супер эта функция. Мне она очень понравилась, потому что вам не нужно теперь где-то искать дополнительные приложения, если даже вы, например, активировали новый телефон и пока еще не скачали ничего, никакие WhatsApp, ни Telegram, ни Signal или там другие какие-то приложения, то вы можете спокойно просто так же вот общаться, как по WhatsApp. Единственное, что здесь, как я понял, только можно сейчас отправлять голосовые сообщения. Видеозвонки пока не поддерживаются. Видеозвонки предусмотрены в FaceTime, в отдельном приложении. А так, все, вот, пожалуйста, это так работает. И обратите внимание, что если я сейчас отключу интернет, давайте вот так вот, раз, отключим. Все, видите, SMS появилась. Если я сейчас еще раз включу ее, так вот, раз. 3, 2, 1. RCS. Активируется все. Функция полностью рабочая. Очень мне нравится, как они сделали это. Поэтому проверяйте в настройках. Если у вас еще она не активирована, активируйте и пользуйтесь на здоровье, очень классно. Всех благодарю за внимание. Если видео показалось интересным и вы впервые на канале, то обязательно подписывайтесь. Впереди нас ждет очень много интересного контента и новых технологий. Всем пока!